Если есть что-то, что всегда делает концерты BTS особенными, так это не только их мелодичные голоса, впечатляющие выступления или невероятная энергия тысяч фанатов, заполняющих зал. Есть еще одна вещь, которая часто становится самой запоминающейся частью концерта – спонтанные выходки участников на сцене. И на этот раз внимание многих фанатов снова привлекли две фигуры, которые часто создают неожиданные моменты, когда делят одну сцену – Ким Тэхён и Чон Чингук. Концерт в Чикаго стал одним из тех, которые еще раз продемонстрировали, как эти два участника могут сделать атмосферу очень живой всего лишь мимикой, небольшими движениями, поддразниванием друг друга или даже совершенно незапланированными действиями. Что делает это еще смешнее, так это то, что иногда им даже не нужно много говорить. Достаточно одного взгляда. Одно странное выражение лица может рассмешить других участников. Даже простые движения, такие как приближение, имитация движений друг друга или внезапное совершение чего-то неожиданного, могут мгновенно вызвать аплодисменты у EY. Вот что делает концерты BTS всегда особенными. Не все должно идти идеально по плану. Именно когда участники начинают показывать свою естественную сторону, атмосфера концерта становится еще более интимной по отношению к фанатам. И в Чикаго Тэхён и Чингук подарили множество таких моментов. С того момента, как они вышли на сцену, казалось, что они наслаждаются атмосферой концерта. Но, как это часто бывает, когда вместе находятся два человека с игривыми характерами, то, что начиналось как непринужденная ситуация, могло быстро превратиться в нечто забавное. Сам Тэхён известен своим уникальным способом самовыражения. Его мимика может быстро меняться. Иногда он выглядит серьезным. Через несколько секунд он расплывается в широкой улыбке. Затем, внезапно, он делает странное лицо, просто чтобы развлечь фанатов. И Чингук не менее спонтанен. Когда он видит что-то смешное, его реакция часто сразу же видна на его лице. Появляется улыбка. Его глаза сужаются. Затем он может сделать то же самое. Именно это делает их взаимодействие на сцене похожим на наблюдение за двумя друзьями, которые весело проводят время, не задумываясь о том, направлена ли на них камера или нет. В какой-то момент сцена наполнилась энергией EY. Крики зрителей были настолько громкими, что участникам пришлось подождать несколько мгновений, прежде чем продолжить свою часть выступления. И, как обычно, пока атмосфера немного успокаивалась, участники начали заниматься чем-то, чтобы скоротать время. Тэхён, казалось, наслаждался реакцией публики. Чингук тоже, похоже, обращал внимание на происходящее вокруг. Но затем их внимание снова сузилось. Они посмотрели друг на друга. Долгого разговора не было, только короткий взгляд. Но через несколько секунд появилось выражение лица, которое тут же рассмешило фанатов. Казалось, Тэхён что-то преувеличивает. Чингук это заметил. Затем его реакция была похожа на реакцию человека, который уже знал, что Тэхён пытается создать забавную атмосферу. И вместо того, чтобы игнорировать это, Чингук отреагировал. Это одна из вещей, которая делает их взаимодействие таким забавным. Когда Тэхён делает что-то странное, Чингук часто не просто стоит на месте. Он присоединяется к атмосфере. И наоборот. Когда Чингук начинает капризничать, Тэхён может наблюдать за ним и смеяться. Кажется, эти двое умеют подталкивать друг друга к еще большей смелости в совершении глупостей. И, конечно же, от этого больше всего выигрывает EMI. Представьте тысячи людей, пришедших посмотреть большой концерт с тщательно продуманной хореографией. Но посреди этого великолепного выступления внезапно появляются два участника и начинают имитировать странные движения друг друга. Это происходит спонтанно. Без преувеличения, многие фанаты в итоге рассмеялись, потому что атмосфера изменилась с грандиозного концерта на наблюдение за двумя друзьями, которые просто дурачатся. Именно такие моменты делают выступления BTS более человечными. Они не просто выглядят безупречными артистами. Они также показывают свою сторону, которая умеет смеяться, шутить, совершать мелкие ошибки и наслаждаться атмосферой.
И Тэхён, и Чингук часто являются источником восхитительного маленького хаоса. Бывают даже моменты, когда Тэхён, кажется, намеренно отвлекает Чингука. Ничего серьезного. Просто небольшой поступок, который другим мог показаться простым. Но Чингук сразу это заметил. Его реакция еще больше рассмешила фанатов. Вместо того, чтобы злиться или искренне расстраиваться, у Чингука было выражение лица, как будто он спрашивал: «Что ты делаешь?». А Тэхён, казалось, еще больше наслаждался ситуацией. Невинное выражение лица Тэхёна сделало все еще смешнее. Он выглядел так, будто его поймали за чем-то неприличным, но он все еще пытался вести себя так, будто ничего не произошло. В то же время Чингук мог лишь отреагировать недоумением. Именно о таких маленьких моментах Эйомой часто говорили после концерта. Не потому, что там было что-то серьезное. Скорее, потому что все казалось спонтанным. Эйомой увидели сторону Тэхёна и Чингука, которая не всегда проявлялась на официальных выступлениях. На сцене они могли быть гораздо более беззаботными. Они могли шутить. Они могли подражать друг другу. Они могли смеяться над мелкими ошибками. А иногда они даже не понимали, что камера снимает их реакции. Вот почему один короткий момент мог превратиться в вирусный ролик в социальных сетях. Фанаты вырезали этот фрагмент, потом пересматривали его снова и снова, обращая внимание на выражение лиц каждого участника. И в конце концов они снова смеялись, потому что чем больше они смотрели, тем смешнее он становился. Одна из самых очаровательных черт Тэхёна – это его мимика. Ему не всегда нужно было что-то говорить, чтобы рассмешить людей. Само его лицо было словно языком. Когда он был удивлен, это было очевидно. Когда он был счастлив, это было очевидно. Когда он был растерян, это было еще очевиднее. А когда он видел, как Чингук делает что-то смешное, выражение лица Тэхёна могло измениться на очень характерную улыбку. Между тем, у Чингука тоже был свой способ выражать свои реакции. Он мог смеяться, опустив голову. Он мог закрыть лицо руками. Он мог пытаться снова сосредоточиться на выступлении, но потом снова смеяться. Такие вещи заставляли Эйомой чувствовать, будто они наблюдают за безмолвным разговором между двумя участниками. Тэхён что-то делал. Чингук смотрел. Чингук реагировал. Тэхён увидел реакцию Чингука. Затем Тэхён рассмеялся. И, наконец, они снова сосредоточились на сцене. Это было просто, но невероятно забавно. На таком масштабном концерте, как в Чикаго, конечно, нужно было обращать внимание на множество вещей. Была хореография. Были позиции на сцене. Были камеры. Была публика. Были смены песен. Были взаимодействия с другими участниками. Но между всем этим всегда оставалось место для спонтанности. И именно это небольшое пространство часто порождает самые ценные моменты. Когда музыка на мгновение останавливается, и участники общаются с собой, атмосфера тоже может стать очень расслабленной. Тэхён может внезапно сделать какой-то жест. Чингук это замечает. Затем они могут имитировать друг друга. Иногда даже движение, которое само по себе не было бы смешным, становится невероятно смешным, когда его делают вместе. Потому что фанаты знают, что им весело. Нет ощущения, что они слишком стараются создать какой-то момент. Все просто течет естественно. И, возможно, именно это делает все таким особенным. Фанаты Эйомой, безусловно, хорошо знакомы с характерами этих двух участников. Тэхён со своей игривой и изобретательной стороной. Чингук со своими спонтанными реакциями и высокой энергией. Когда они оказываются в наполненной адреналином атмосфере концерта, результаты почти всегда
Иногда их провоцируют другие участники. Но когда они начинают следовать друг за другом, сцена обычно становится еще более переполненной. Даже зрители издалека чувствуют изменение атмосферы. Крики Эйрмэй усиливаются. Камера тут же находит их. Другие участники смеются вместе с ними. И Тэхён и Чингук, кажется, наслаждаются вниманием еще больше. Но самое интересное то, что они не всегда стремятся быть в центре внимания. Иногда камера запечатлевает их в бездействии. Чингук стоит с обычным выражением лица. Тэхён рядом. Затем один из них внезапно делает небольшое движение. Остальные смотрят. Затем раздается смех. Он длится всего несколько секунд. Но эти несколько секунд могут стать незабываемыми воспоминаниями. Потому что концерты — это не только песни. Это еще и чувства. Моменты, которые нельзя повторить. Спонтанные события, которые происходят только в определенные вечера. И в Чикаго Тэхён и Чингук предстали в одном из самых радостных образов. Чем дольше продолжался концерт, тем яснее становилось, что они действительно наслаждаются выступлением. Они не просто работали. Они веселились. А когда артист, кажется, получает удовольствие от своего выступления, эта энергия заразительна. Эйрмэй подхватывают смех. Кричат вместе с ним. Улыбаются вместе с ним. Даже фанаты, которые видят только видео на экране, чувствуют эту атмосферу. Есть что-то восхитительное в том, чтобы видеть, как айдол, обычно выглядящий таким профессиональным, вдруг делает что-то совершенно нелепое. И это Тэхён. Он может выглядеть таким элегантным в 1 секунду. А через несколько секунд сделать такое выражение лица, которое заставляет всех смеяться. С Чингуком то же самое. Он может демонстрировать невероятную харизму. Но когда Тэхён делает что-то смешное, игривость Чингука проявляется мгновенно. Именно эта быстрая смена настроения заставляет фанатов смотреть их выступления. Потому что мы никогда не знаем, что произойдет дальше. Может быть, улыбка. Может быть, взгляд. Может быть, небольшой жест. Или, может быть, глупый поступок, который даже не был запланирован. И иногда именно незапланированные моменты оказываются самыми запоминающимися. В Чикаго участники группы BTS стали свидетелями того, как огромная сцена может превратиться в игровую комнату. Тэхён и Чингук, казалось, на мгновение забыли, что находятся перед тысячами людей. Они смеялись. Они шутили. Они отвечали друг другу. А Эйрмэй могли наслаждаться всем этим, только находясь под сценой. И когда свет наконец погас и концерт закончился, возможно, осталось не только звучание исполненных ими песен, но и улыбки фанатов, которые все еще помнили их выходки. Чикаго подарил нам вечер полной энергии. А Тэхён и Чингук добавили немного юмора, что сделало этот вечер еще более особенным. В конечном итоге, возможно, именно это и сделало путешествие BTS SOY таким долгим и запоминающимся. Не только из-за их музыки, но и из-за множества маленьких моментов, которые казались настоящими. Моменты, когда они смеялись. Моменты, когда они шутили. Моменты, когда они заставляли друг друга отвлекаться. И, конечно же, моменты, когда Эйрмэй по всему миру смеялись вместе с ними, просто наблюдая за ними через экран. Пока Тэхён и Чингук могут смешить друг друга на сцене, всегда будут существовать маленькие истории, которые стоит помнить. И в Чикаго была одна из них. Простая история о 2 участниках BTS, выступающих на сцене, наслаждающихся концертом, делающих спонтанные вещи, сами того не подозревая, смешавших тысячи фанатов.